Привет, меня зовут Лена. На своем канале я готовлю полезные десерты без сахара. Сегодня я покажу вам, как приготовить необычный торт Smile. Это медовые коржи, начинка из манго и воздушный йогуртовый мусс. Ну и конечно я покажу вам, как сделать декор, который поднимает настроение. Как всегда, прекрасный состав и отличное соотношение к АБЖУ. Друзья, спасибо вам большое за ваши отзывы, за то, что делитесь своими впечатлениями в комментариях. На некоторые интересные вопросы мне сложно уместить ответ в комментарии. Поэтому я решила продолжить вести блог в Инстаграме и пишу там развернутые ответы на ваши вопросы. Я также готовлю для вас видео с рецептом вкусного и красивого торта Whoopie Pie. Внутри у него беспроигрышное сочетание вкуснейших шоколадных коржей, яркой клубничной начинки и мягкого ванильного крема. Это видео выйдет совсем скоро. Подписывайтесь на мой канал и ставьте колокольчик, чтобы не пропустить этот вкуснейший торт. Для коржей нам понадобится 110 грамм муки. У меня смесь полбяной и кукурузной. Можно взять другие зерновые виды муки. 3 яйца и 100 грамм кефира. В кефир добавляем 6 грамм соды. Это примерно 1 чайная ложка без горки. И оставляем на 4 минуты. К яйцам добавляем 20 грамм меда, а к муке 7 грамм подсластителя. Часть сладости в коржах получается за счет меда, а часть за счет подсластителя. Соединяем кефир с яйцами и медом. Медовые коржи прекрасно сочетаются с манго в начинке нашего торта. При желании вы можете испечь любые другие коржи из моего плейлиста «Торты с белыми коржами» и пропитать их водой с медом. Эти коржи пропитки не требуют, в них и так очень много влаги. Соединяем сухие и жидкие ингредиенты. Промешивается масса очень легко. Кстати, для большей белковости в это тесто можно добавить еще 20 грамм протеина. Распределяем тесто в две формы диаметром 16 сантиметров. И отправляем выпекаться в разогретую до 180 градусов Цельсия духовку примерно на 25 минут. Готовность коржей проверяем зубочисткой. Вот такие темненькие получаются эти медовые коржи. Снимаем фольгу и достаем из формы с помощью ножа. Упаковываем коржи в пищевую пленку и отправляем в холодильник лучше на ночь. И перед сборкой торта надо будет срезать с коржей шапочки, чтобы они были ровной формы. Для фруктовой начинки нам понадобится фруктовое пюре. Я готовлю пюре из манго. Вот такой фрукт у меня сегодня, к сожалению, самого спелого сочного манго достать не удалось. Выбирайте наиболее мягкие и ароматные плоды, в идеале из Таиланда. Этот тоже довольно вкусный, но плотненький и волокнистый. В любом случае чистим, нарезаем на кусочки и перекладываем в блендер. Если у вас сочный манго, то измельчите его отдельно и через сито процедите из него сок для верхнего покрытия торта. Если такой же жесткий, как у меня, то сока из него не получится. Сразу добавляем в него остальные ингредиенты для начинки. На 420 грамм мякоти манго 35 грамм крахмала, 6 грамм подсластителя и 1/4 чайной ложки куркумы. Измельчаем в пюре. Куркума здесь для более яркого цвета, это, конечно, не обязательно. В процессе измельчения можно подлить немного лимонного сока, если требуется. Выкладываем пюре в сотейник и увариваем до хорошего загустения. В процессе уваривания пюре будет становиться чуть прозрачнее. И в горячем виде это примерно вот такая консистенция. Когда начинка немного остынет, перекладываем ее в кондитерский мешок и оставляем остывать. Для мусса нам понадобится 23 грамма желатина, заранее замоченного в 135 граммах воды, 450 грамм густого непитьевого йогурта без добавок, 360 грамм рикотты и мягкого творога в любой пропорции. Добавляем сюда 20 грамм подсластителя. И измельчаем с помощью блендера в гладкую массу. Вот такая масса у нас получилась.
Теперь ее проще будет вводить в мусс. Перекладываем ее в йогурт и перемешиваем лопаткой. Предостерегу вас от возможных ошибок. Не стоит перемешивать йогурт в блендере. От этого он станет слишком жидким и мусс не получится. Еще важный нюанс. Эти молочные продукты нужно достать из холодильника примерно за час до взбивания мусса. Замоченный желатин отправляем в сотейник и нагреваем до растворения. Не кипятим. Слегка остужаем. Для точности желатин должен быть не горячее 50 градусов Цельсия, а йогуртовая смесь должна быть не холоднее 17, чтобы их объединение прошло удачно. Я вливаю сначала половину, чтобы успеть хорошо промешать. Это важно при таком большом объеме ингредиентов, чтобы желатин не свернулся от резкого снижения температуры. И оставшуюся часть тоже тщательно размешиваем. Вот такая масса получается. Это основа нашего мусса, но для воздушности мы будем взбивать сливки. Понадобится 200 грамм холодных сливок жирностью не менее 30%. Взбиваем с помощью миксера примерно 4 минуты. Время взбивания может отличаться. Сливки должны стать очень пышными. Смотрите, уже видны пики, вот так. Можно останавливать взбивание. Не обязательно добиваться полной неподвижности и, пожалуйста, главное, не перевзбейте сливки. Дальше на самых низких оборотах миксера или лопаткой вмешиваем йогуртовую массу. Совсем недолго. Получается вот такая масса. Она жидковатая, но в то же время пышная за счет сливок. В качестве формы у меня кольцо диаметром около 17 см, чуть больше диаметра коржей. Бока проложены ацетатной лентой, а снизу плотно зафиксированная пищевая пленка. Кладем первый корж. Проверьте, чтобы ваш мусс уже начал немного густеть. Это желатин начинает схватываться от добавления в холодные сливки. Заливаем первый слой мусса, просто чтобы покрыть корж сверху. Немного потрясем для выравнивания. И отправляем в морозилку буквально на 5 минут, чтобы поверхность мусса схватилась. Теперь можно выкладывать начинку. Я просто кругами выкладываю такую колбаску из манго. У меня она такая густая, потому что я собираю торт на следующий день после приготовления начинки. А хранилась она в холодильнике. Если вы будете выкладывать начинку комнатной температуры, она у вас будет более податливая и выдавливаться будет аккуратнее. Второй слой мусса, только чтобы покрыть наши колбаски. И второй слой начинки, примерно вот так, чтобы круг был другого диаметра и получился хаотичный рисунок на разрезе. Немного утапливаем лопаткой и при необходимости доливаем немного мусса. Он уже начинает густеть. Второй корж и верхний слой мусса. Разравниваем поверхность. Можно немного потрясти. Накрываем пищевой пленкой и отправляем в холодильник минимум на 5 часов до полного застывания. Поверхность застынет быстро, а значит можно приготовить декор. Для коричневых деталей нам понадобится 3 грамма желатина, заранее замоченного в 30 граммах воды. Растапливаем его до полного растворения желатина. Добавляем 5 грамм какао и 30 грамм темного шоколада без сахара. Можно обойтись и без шоколада, в этом случае добавьте больше какао, до красивого темно-коричневого цвета. Выливаем на любую плоскую поверхность, проложенную пищевой пленкой для удобства извлечения. Распределяем ровным слоем. Отправляем в холодильник до застывания. В случае с шоколадом это буквально 10 минут. Когда шоколадное желе полностью застыло, вынимаем его из формы. Вот такое оно мягкое и, кстати, очень вкусное. С помощью зубочистки я намечаю нужные фигурки. У меня это простейший ротик смайлика и глазки. Смотрите, чтобы детали по размеру были пропорциональны диаметру торта. Теперь вырезаю ножом, держа нож вертикально. Вот такие получились детали.
Выкладываем их на торт. Поверхность мусса уже полностью схватилась. Возвращаем торт в холодильник. Для желтой заливки нам понадобится 90 грамм сока манго или другого желтого сока. Я взяла второе манго, пюрировала его и отжала из него сок через сито. 3 грамма желатина, заранее замоченного в 18 граммах воды. И буквально 1-2 грамма подсластителя. Прогреваем смесь до растворения желатина. Вот такой желтый цвет получился. Очень подходит для смайлика. Слегка остужаем смесь, чтобы она не была горячей. Удобнее всего наливать с помощью соусника. Заливаю сок вокруг деталей смайла. И аккуратно переношу торт в холодильник. Через 5 часов тортик полностью готов. Снимаем кольцо и ацетатную ленту. Вот такой простой и необычный декор. Делается совсем легко, без единого красителя, из натурального, вкуснейшего сока манго в сочетании с шоколадом. Давайте посмотрим, что внутри у этого тортика. Мусс очень мягкий, даже приятно резать. Вкуснейшая начинка из манго, нежный и немного воздушный, очень вкусный йогуртовый мусс, медовые коржи и очень необычное оформление. Кстати, это, конечно, самый простой смайл, но вы можете пофантазировать и сделать смайлик с любой эмоцией, которая подходит к вашему празднику. Готовьте с удовольствием, готовьте красиво и радуйте своих родных и близких полезными сладостями. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, мне будет очень приятно. И подписывайтесь на мой канал. Пока!